Вы приходите на речку, на море или там на красивое озеро, хотите насладиться замечательным пейзажем, искупаться, рыбу половить, а там бам! Стоит огромный забор. Это местный чиновник или олигарх оградил берег и никого не пускает. Знакомая картина, да? Такое сейчас часто встретишь не только в элитном Подмосковье, но и во многих красивых местах вообще по всей России. По закону никто не имеет права оградить доступ к воде. И любой забор должен заканчиваться как минимум за 20 метров от береговой линии, без всяких исключений. Именно поэтому у нас в Фонде борьбы с коррупцией есть специальный небольшой проект, который так и называется «Доступ к воде». Мы находим случаи, когда властьпридержащие захапали общественную территорию, поставили забор вокруг своей дачи, а дальше мы с помощью абсолютно законных методов жалоб заставляем их этот забор убрать. Довольно часто мы добиваемся своего, и в описании к этому видео есть ссылка на таблицу, где вы можете посмотреть на текущие объекты. Когда мы запустили этот проект, нам оставили много комментариев такого плана. Ну хорошо, вы можете заставить убрать забор бизнесмена, а может быть чиновника средней руки, ну пусть даже губернатора, как у нас это было в одном случае, но забор настоящего чиновника, такого, чтобы с Кремля, вам никогда не поддастся. Нет проблем. Мы пошли в то место, где поставили забор самые настоящие кремлевские чиновники. Это дачный кооператив «Сосны». Мы довольно много о нем рассказывали. Здесь живут лидеры «Единой России», заместители руководителя администрации президента, и в том числе Вячеслав Володин, который сейчас будет спикером Государственной Думы. Ну и, конечно, эти деятели тоже захватили общий берег и тоже перегородили доступ к воде своим огромным забором. Но, вы знаете, и этого им было мало. Когда мы стали изучать документы, мы обнаружили вообще такую невиданную штуку. Вот смотрите, это официальная выписка из Росреестра. Она устанавливает границы участка, принадлежащие этому кремлевскому дачному кооперативу. И вы можете увидеть, что они не просто берег захватили, они захватили еще и Истру до середины, официально оформили ее в собственность и получили на это документы. Это вообще невозможно. Все законодательство России полностью исключает возможность присоединить к своим дачам протекающую мимо реку, тем более такую известную, как подмосковная Истра. Но если ты работаешь в Кремле, то, наверное, считаешь, что многие правила на тебя просто не распространяются. И вот тут важно понимать, что чиновники такого уровня ведут себя вот настолько нагло, потому что они уверены, что на них просто никто не будет жаловаться. И люди посчитают, что это бесполезно, ну или неохота связываться, или просто испугаются. Ну а нам чего бояться? Поэтому мы пошли нашим стандартным способом. Зафиксировали все эти нарушения и пришли с ними в Росприроднадзор. И там доказали, что вот смотрите, берег захвачен. И у Росприроднадзора просто нет другого выхода. Поэтому они дали предписание, по которому дачный кооператив «Сосны», населенный всемогущими кремлевскими обитателями, сейчас привлечен к ответственности и обязан снести свой забор, огораживающий общественную территорию. В дополнение к этому мы сейчас подаем в суд и на кооператив, и на Росреестр за то, что они вот оформили в собственность участок реки, просто наплевав на все законы в России. Вот такой поучительный случай о том, что не нужно бояться жаловаться на людей за высокими заборами. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.